И снова всем привет! Как и обещал рассказать историю по вот этой машинке, что с ней приключилось, что с ней произошло. Вот. Если кто не видел предыдущий ролик по этой машинке, то сейчас я вставлю его и посмотрите обязательно. Что-то трещит. А барабан ломается. Итак, надеюсь, ролик вам понравился. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Так, что же произошло с ней? В общем, человек решил заменить подшипники самостоятельно, но и по неопытности и, по всей видимости, на YouTube даже не посмотрел данные ролики по замене подшипников, хотя их там навалом. Вот. И решил заменить эти подшипники. Вот. Как он их заменял, я не знаю. Но данный ролик, что я показывал, это я уже приехал. И нужно было снять сам, так сказать, вот этот вот, так сказать, крышку, или вернее шки вот этот тут самого двигателя. Вот. Насколько я знаю, он снимается просто. Берешь, вставляешь и потихонечку так раз, и он сходит руками. Я попробовал, не снимается. В чем дело, не могу понять. Мучился, не получается. Данный человек, который ремонтировал, заменял подшипники, дай, я сейчас сам сниму. Берет гвоздодер и пошел снимать. Вот. Снял он с трудом его. Вот, все трещало. Вот. Что еще могу сказать? Еще до этого был у меня ролик по ремонту вот этого именно модуля платы. Видео называется, по-моему, если не ошибаюсь, машинка не включается, либо не работает после замены подшипников. Был оторван транзистор, я его припаял обратно, машинка включается. Вот, в данный момент она включается, но не работает. Давайте сейчас включу розетку. Так. У нас вот этот. Да, в данный момент машинка включается. Выбираются режимы. Все заработало. Но нажимаем старт, смысла нету, потому что двигатель разобранный. Но опять же, сейчас я покажу, что с ним. Вот. Но тут проблема не только с двигателем, поэтому сейчас постараемся эту машинку поставить на ноги. Вот. Не знаю, удастся это или нет, но постараемся. Так как она в ужасном состоянии. Во-первых, сами видели, как снимался данный шкив, вернее крышка вот этого самого двигателя ротора. Вот. Также здесь у нас, если присмотреться, то видно, что были сбиты, вернее, видать, на шлицы не попал. Сейчас я покажу вам. По всей видимости, на шлицы не попал, когда одевал этот флянец. Вот. И тут вот все, так сказать, убитое. Все эти резцы, все эти рубцы убитые. Усмерть. Так, если присмотреться, то они убиты. Их надо либо полностью буду менять, вот этот сам флянец, либо постараюсь аккуратно над филечком поправить эти зубья, и чтобы он сел на место. Дальше, что с этой еще машинкой? Видим сразу, здесь ужасные потеки. По всей видимости, машинка подтекала. И подтекала, так понимаем, возможно, да, вот отсюда, скорее всего, наверное, подтекала вот дырочка здесь. Хотя с внутренней стороны
Тоже вот надорванная. Ну, посмотрим. Так, подтекало вот здесь. Все текло вот здесь, вот текло все. Так, дверца у нас закрывается отлично. Дальше. Тут у нас все в ужасном состоянии. Если посмотрим вовнутрь, то присмотреться. Я не знаю, что тут было, но по всей видимости текли вот здесь, текла вода, порошок. Я не знаю, как он сюда мог попасть вообще, потому что порошкоприемник на одной стороне, а это на другой. Также модуль тоже весь в порошке. Вот, да ладно. Сейчас мы смотрим, крутим барабан и слышим, цепляется тен. Поэтому по этой причине мы будем полностью машинку всю раскидывать, полностью всю разбирать, чтобы устранить все вот эти неисправности. Но самое интересное, сейчас мы посмотрим на задней стороне, что произошло с двигателем. То выключаем сразу. Итак, смотрим на двигатель. Вернее, сначала посмотрим на сам вал, или так сказать крестовину. Вот, если присмотреться, вот так вот, то видно, тут было сточено болгаркой. Вот. Почему было сточено, почему здесь так все очевидно, в принципе. По всей видимости, когда меняли подшипники, вернее, выбивали старые, точнее, если сказать, то снимали сам бак, вернее, барабан с бака, то вал этот не выходил, и по всей видимости по нему били молотком, а скорее всего кувалдой, чтобы выбить. Если хорошо присмотреться, то вот здесь вот видно трещины по всему этому баку. Вот, ну сейчас мы этот сам двигатель снимем и уже более точно рассмотрим все получше. Вот, дальше. Почему снимали саму вот эту крышку, для чего? Когда я включил, задал программу на машинке, когда приехал, задал программу на машинке, она включилась, все, но двигатель не крутился. Я спрашиваю, вставлял ли сюда он отвертку, либо что-то, чтобы открутить сам вот этот болт вот здесь. Он говорит, в эти дырки ничего не вставлял. Я говорю, ну сейчас снимем, посмотрим. В итоге сняли таким вот способом, как в начале видео показывал я. Что я здесь увидел? Если хорошо присмотреться, вот, ну, вот это вот как бы это все мелочи, ничего страшного. Но если присмотреться, то видно вот оторван провод, а вот здесь вообще все покоцанное. Поэтому я не знаю, что я с ним буду делать. Либо отдам на перемотку, чтобы заново обмотали его, перемотали. Либо, может быть, если найду подходящий провод, перемотаю сам. Вот, либо полностью заменю. В общем, это все по обстоятельствам. Буду разбирать, все снимать и смотреть. Вот. Также сейчас будем полностью разбирать бак, смотреть, что там с теном, тен вытаскивать. В общем, раскидаем ее полностью, соберем заново. Вот, ну, надеюсь, будет работать. Также посмотреть, если сюда на клапан подачи воды, тоже видим, здесь вот такая ситуация. Поэтому тут все нужно делать. Кто не смотрел видео был навернутый модуль. Вот здесь оторван был этот транзистор. Почему он был оторван? По всей видимости, бак вытаскивали, не снимая самого модуля. Вот. Дальше что еще? Ну, в принципе, остальное уже, если что-то будет еще интересное при разборке, как бы я сам не знаю, вот что тут может быть интересное вылезти, но обязательно покажу. Ну а сейчас приступаю полностью к разборке, полной разборке этой машинки. Вот здесь вот видно тоже попогнутое все, не знаю почему, но так вот. А вы смотрите, наслаждайтесь.
Вот если присмотреться, то вот оторванная. Потом вот здесь вот внутри покоцанная. Вот здесь тоже покоцанная. Вот. Ну, что-нибудь попробуем сделать, посмотрим, что получится из этого. Я удивлен еще больше. Видно, да? Вот так вот выглядит новый сальник. Если это можно назвать новым сальником. Я впечатлен, просто шокирован. Это просто полный пи. Не буду материться. Давайте я сейчас поближе еще покажу. Вот так вот она ремонтировалась, эта машинка. Интересно, как так можно было отремонтировать и сказать, что заменили подшипники? Блин, я просто впечатлен. Капец полный. Вот так вот, ребята. Продолжаем смотреть. В принципе, что смотреть? Дальше уже буду менять новые, ставить подшипники, новый сальник. Вот, крестовина вроде бы в нормальном состоянии. Единственное, вот это вот мне не нравится, то что вот здесь вот завальцовано вот это вот все. Не знаю, попробую это все. Видимо, усердно, сильно колотили здесь кувалдой. Вот, ну посмотрим, попробую восстановить. Не знаю, что из этого получится. Так вот, крестовина уже обработанная токарем, токарными работами, так сказать. Новая втулочка. Вот. Втулочку поменяли, так как здесь была небольшая канавка. Вот. И дабы снова потом сальник не протерся, не выработка не была на сальнике, вот, заменили втулочку. И также здесь вот подшипник болтался. Вот была такая вот ситуация. И вот если крутнуть, то видно, что подшипник сама обойма проворачивается на валу. Вот, вот так телепается. То бишь это было тоже такая ситуация вот здесь. Сейчас вот сюда уже садится подшипник плотно. Вот. Здесь тоже подшипник садится плотно.
Вот. Сальник тоже. Садится плотно. С двумя юбками сальничек. Вот. В принципе, сейчас начну сборку. Вот. Так, подшипник здесь этот большой 205, ой, 206, вот этот подшипник 205. По сальнику размер получается 9,5 на 12. Вот кому интересно, я не знаю, видно, нет, должно быть видно. Вот, поэтому сейчас вот он тот старый сальник, который, как говорилось, что типа был заменен. И причем самое интересное было, я его уже чуть протер, потому что мне нужно было посмотреть размер. Он был смазанный, видно, что свеже смазанный был. Вот. Итак, народ, да, это действительно та самая машинка перед вами, которая была, как вот я покажу сейчас рядом, ролик поставлю или фотографию. Вот в таком виде сейчас данная машинка. Вот, давайте подведем итоги по этой машинке. Сколько мы в нее вложили. Вернее, я вложил сколько в эту машинку, какой ремонт произвели с этой машинкой. В общем, как бы я сам немножко в шоке, так сказать, от этого. Не то, что просто ролик, а это получился целый проект по этой машинке, потому что практически тут чуть ли не все было заменено. Вот. Было заменено двигатель, естественно, подшипники, сальник заменен был, вот. Расточен вал был, вал, крестовина, для кого как понять не будет, вот, просто не все знают, что такое крестовина, поэтому скажу вал, на котором держится сам барабан. Вот. Ну и также такие мелкие незатратные, как бы это для меня незатратные вещи. Это я провел полную чистку
самого насоса. Насос помпа, это кому тоже непонятно, для слива воды. Тоже я провел чистку, все это промазал, прочистил, накипь все это удалил. Также провел чистку самого клапана подачи воды, разобрал все, почистил это. Вот. Плюс заменен был сам вот этот манжет, сама вот эта резинка. Как, если кто помнит, в начале ролика вот здесь было надорвано. Вот. Поэтому я, как бы она надорвана не сильно была, поэтому я думал, заменять не придется, но все-таки пришлось заменить, так как здесь потекала вода. Вот. Потом что еще? Был припаян транзистор, да, припаянный был. Вот. Тоже какая-никакая работа. Что еще? Вроде бы все. Вот. Произвел чистку самого бака. Вот. По возможности. Как бы керхера у меня нету. Пришлось все чистить вручную. Шкрябать там, все это чистить. Вот. Все патрубки, шланги эти посажены на герметик. Вот. В общем, что вышло по сумме? Какие затраты понесли? Начнем с двигателя. Двигатель купил я не новый, купил поддержанный. 2000 двигатель. 2000 двигатель купил. Вот. Потом два подшипника 205 и 206, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня вот, в комментариях. В общем, 206 400 рублей, 205 подшипник 300 рублей. Вот. И сальник 100 рублей. Вот. Итого 800 рублей. Плюс к этим 2000. Плюс резинка, вот эта самая манжета, тоже новую не стал покупать ее, потому что слишком дорого она обошлась бы, эта машинка. Купил я поддержанную, тоже, ну, как бы в хорошем состоянии. Резинку 500 рублей. Вот. И росточка самой крестовины. Росточка и замена втулки. Вот этой вот втулки, посадочное место для сальника. Вот. 1400 вышло. Вот. Итого получается 2000, 2,5, короче 2000 плюс манжета, вот эта резинка уплотнительной дверцы. 2500 плюс 800 подшипники сальник. 3300 и 1400 росточка. Итого 4700, если не ошибаюсь. Вот. Да. Вроде все я перечислил. 4700 обошелся только материальная затрата на эту машинку. Я не считаю то, что произведена работа. Ну работа как бы машинку. Ну и посчитаем то, что машинку эту я забрал на запчасти. Людям, которые мне ее отдали, я отдал 1000 за эту машинку. Вот, за 1000 я купил на запчасти эту машинку, потом решил восстановить. Вот. Плюс вот эти вот 1000 плюс вот эти 4700. Итого 5700 обошлась эта машинка мне. Вот. Вот. Ну, естественно, себе я не буду ее оставлять, потому что у меня машинка другая совсем. Вот, и это она мне как бы не нужна. Но я уверен, что эта машинка будет работать и работать еще в ближайшие как бы лет 5. Я думаю, она еще проработает. Вот. А там может быть и больше. Вот. Так как тут в принципе ломаться больше пока что нечему.
Единственное, если будет перепад напряжения какой-то, либо еще что-то, тогда да, тогда будет какая-то поломка. Вот, возможно. Но надеюсь, этого не произойдет. Вот. Ну, планирую я ее продать. Продам я ее не меньше 80 тысяч. Вот. Но, скорее всего, за 9. Итого я заработаю 5700, 300 я с этого поимею, с этой машинки. Как-никак, ну, хоть какая-то копейка будет. Вот. Конечно, миллиона здесь не заработаешь, но что-то будет. Ну, зато, надеюсь, люди будут пользоваться и радоваться. Потому что как бы здесь докопаться не к чему, потому что все полностью почищено, все заменено неисправное. Вот. Машинка, как видите, отмытая, очищенная, как бы здесь тоже все чистенько, аккуратненько, все я отмыл, очистил. Вот. Ну и давайте попробуем включить ее. Короче, хочу ее включить и показать, что действительно она работает, эта машинка. Закрываем дверцу, розетку включена она уже. Все включилось, как видите. Вот, все работает. Давайте я нажму, наверное. Так, выберем отжим или... Так. Быстро. Это мы сейчас по-другому сделаем, потому что вода сейчас в данный момент не подключена к машинке. Выберем просто отжим. Просто отжим включим. Сейчас пошел отжим. Здесь тоже я поставил тазик, потому что машинка, как бы, чтобы ее подключить к воде, надо в другое место переставлять. И в данный момент я не могу ее переставить. Как бы слышим, насос работает, все откачивает. Барабан крутится. Ну, я надеюсь, видно, что барабан крутится. Подшипник не шумит. Самое главное. В принципе, почему ему шуметь, если он новый? Как видите, все работает. В принципе, на этом все. Я думаю, заслужил лайк, палец вверх, вот, за такую проделанную работу. Поэтому ставьте лайки. Ну, естественно, как их называют, ну, естественно, хейтеры, можете ставить палец вниз. Либо можете писать комментарии пошлые, как вы это любите делать. Ну, я на это не обижаюсь. Наоборот, даже рад, что вы уделяете какое-то внимание моему каналу, моим роликам. За это тоже вам спасибо. На этом все. Пока-пока.